Всем доброго времени суток! Вы на канале Ниццола. Это канал о вязании. Сегодня четвертая часть видео про джемпер регланом снизу. В первых трех частях я рассказывала, как делаю расчеты для своего джемпера, как оформляется край полотна, как делаю прибавки на рукавах и как формирую регланные линии. Сегодня покажу, как формирую вырез горловины. Итак, верхняя часть джемпера связана от подрезов на высоту 14 см. Это 42 ряда. На спицах сейчас 160 петель. Я начинаю формировать вырез для горловины и параллельно продолжаю вывязывать в том же ритме регланные линии. Напомню, начало ряда у меня на регланной линии справа на спинке. Сейчас у меня начало ряда обозначено двумя маркерами. А с противоположной стороны, то есть по передней части, я развесила часть маркеров, и они указывают на количество петель, которые я буду постепенно закрывать для формирования выреза горловины. Сначала по передней части закроются 14 центральных петель. Затем по бокам от этих 14 петель по 5 петель, затем по 4 петли и еще раз по 4 петли. После того, как закроются указанные петли, я развешу маркеры на рукавах и на спинке. Вы можете определить количество петель, которые закрываются, по-своему. От начала ряда сейчас я провяжу до этого маркера. После него идут 14 центральных петель, которые я закрою самыми первыми. Не забывая продолжать вывязывать регланные линии по спинке и по передней части. То есть делаю убавки в том же ритме, как и раньше. Согласно моим расчетам, это в каждом втором ряду. Закрываю центральные 14 петель по передней части при помощи протяжки. Провязываю одну петлю и через нее протягиваю следующую. Последнюю петлю перед маркером тоже закрываю. Снимаю маркер и закрываю эту петлю. Я закрыла 14 центральных петель. До следующего маркера у меня должно быть 5 петель. Как и перед закрытием, тоже до маркера должно быть 5 петель. Вяжу по рисунку до конца ряда, параллельно вывязываю регланные линии. Дальше продолжаю вязание, вяжу от начала ряда следующий ряд до того места, где я начала закрывать центральные 14 петель. И покажу, как я буду закрывать 5 петель. Итак, я провязала до последней петли перед закрытыми центральными петлями по передней части. С этого момента буду вязать прямыми и поворотными рядами. Последнюю петлю я не провязываю. Поворачиваю вязание и буду вязать в обратную сторону. Закрываю 5 петель. Крайнюю петлю с левой спицы протягиваю через петлю на правой спице. Остальные 4 петли из 5 провязываю изнаночной и закрываю протяжкой.
Убираю маркер и закрываю последнюю пятую петлю. Дальше вяжу по рисунку. Не забываю формировать регланные линии. Сейчас как раз второй ряд, в котором формируются регланные линии до маркера, который обозначает начало и конец ряда. Я покажу, как я формирую регланные линии с изнаночной стороны. Перед зеленым маркером, который обозначает регланную линию, перед лицевой петлей, я провяжу 2 петли вместе изнаночной, не меняя их расположение. С лицевой стороны они будут выглядеть как 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше вяжу одну лицевую, одну изнаночную, перемещаю маркер на правую спицу, одну изнаночную, одну лицевую. С этой стороны зеленого маркера, который обозначает регланную линию, я сначала 2 петли разворачиваю, затем провязываю их вместе изнаночной. При этом ввожу спицу сначала во вторую петлю, а затем в первую. С лицевой стороны эти петли будут выглядеть как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжу по рисунку, формируя параллельно регланные линии до маркера, который обозначает начало и конец ряда. С этой стороны до маркера они формируются в изнаночных рядах. После этого маркера, продолжая вязать изнаночный ряд, регланные линии не формирую. С этой стороны до маркера, который обозначает начало и конец ряда, они формируются в лицевых рядах. С противоположной стороны аналогичным способом я закрою 5 петель. Затем с обеих сторон по 4 петли. И еще раз по 4 петли. В следующем участке, на рисунке он обозначен зеленым и черным цветом, вырез по передней части продолжу формировать путем закрытия петель. Но параллельно с этим участком укороченными рядами сформирую небольшое углубление по спинке. Все петли по передней части закрыты. Центральные 14 петель, затем по бокам по 5 петель, по 4 петли и еще раз по 4 петли. До маркеров, которые обозначают регланные линии по передней части, осталось по 4 петли. На рукавах я развесила еще по 2 маркера. Один с интервалом 5 петель от предыдущего, второй 4 петли. Там, где 5 петель, одна петля сократится за счет убавки в регланной линии. С противоположной стороны маркеры развесила таким же образом. От маркера, который обозначает начало кругового ряда, я повесила первый маркер в сторону спинки через 8 петель. А второй маркер еще через 2 петли. С противоположной стороны от маркера, который указывает на регланную линию на спинке, я повесила маркер в сторону спинки через 7 петель и еще один через 2 петли. Закрываю 4 петли на регланной линии на передней части.
С одной стороны регланной линии осталось сделать одну убавку, провязывая 2 вместе изнаночной, предварительно их развернув. Дальше вяжу до второго маркера после регланной линии на спинке. Я довязала до регланной линии, и на ней нужно сделать убавки. Провязываю 2 петли вместе с одной стороны регланной линии и 2 петли вместе с другой стороны регланной линии. Довязала до второго маркера по спинке и разворачиваю вязание. Делаю накид на правую спицу. Потом мы провяжем его вместе с петлей, которая на правой спице. Это нужно для того, чтобы избежать отверстия в этом месте. Вяжу в обратном направлении, без убавок на регланной линии, так как с этой стороны убавки были в изнаночном ряду. Провязала до последней петли, разворачиваю вязание, закрываю 4 петли. Вяжу до первого маркера по спинке. С изнаночной стороны на регланной линии по спинке делаю сокращение с обеих сторон. Провязала до первого маркера по спинке и разворачиваю вязание. Делаю накид и вяжу до последней петли на левой спице.
Разворачиваю вязание. Закрываю 4 петли. Вяжу с изнаночной стороны. На регланных линиях по спинке делаю убавки. Вяжу до накида. Петлю на левой спице разворачиваю и провязываю ее вместе с накидом. Ввожу спицу сначала в петлю, потом в накид. Таким же образом провязываю второй накид с петлей на левой спице вместе. Вяжу до маркера, который обозначает начало ряда. Так как этот маркер также указывает на регланную линию, то с этой стороны делаю убавку. Дальше вяжу до последней петли. Поворачиваю вязание на лицевую сторону. Закрываю 4 петли. С этой стороны регланной линии сокращаю одну петлю. Вяжу до второго маркера на спинке.
Перед регланной линией делаю одно сокращение. Довязываю до второго маркера на спинке. Поворачиваю работу, делаю накид. Перед регланной линией делаю одно сокращение. И вяжу до последней петли. Поворачиваю работу и закрываю 4 петли. Вяжу до маркера на спинке. Делаю одну убавку на регланной линии по спинке. Довязала до маркера, разворачиваю вязание. Делаю накид. Перед регланной линией делаю одно сокращение и вяжу до последней петли. Поворачиваю вязание, закрываю 4 петли. Перед регланной линией делаю убавку. Вяжу по рисунку до конца.
Накиды провязываю со следующей петлей вместе, предварительно их разворачиваю. И вяжу до последней петли. Последнюю петлю не провязываю, поворачиваю вязание и закрываю протяжкой все петли. При этом все петли вяжу по рисунку. Все петли горловины закрыты. Дальше буду оформлять горловину.